Неужели Сяо Янь, или точнее Святой Очищающего Лотоса, уничтожит небесное пламя номер 3 в рейтинге? Нет, он лишь хотел удалить его память и интеллект, чтобы оно не могло причинить вреда всему континенту. Это пламя спустя тысячи лет стало слишком злым, обращая людей в рабов пламени, а также используя страшную иллюзию. Святой Хозяин намеревался отделить память и интеллект от первоначального оригинального лотоса очищения. Тот лотос был чистым и мирным. Итак, из демонического лотоса начало выходить все больше волн кровавого тумана. Туман преобразовался в кровавую фигуру. Его очертания в точности соответствовали внешнему виду очищающего пламени. Кровавая фигура пыталась спуститься и силой вернуться обратно в тело. Однако Святой Очищающего Лотоса не предоставил ему такой возможности. Он просто сжал ладонь, а купол пламени резко сузился. Теперь тюрьма составляла в размере пространства еще меньше, сковав пламя. «Хозяин, прошу, отпустите меня, я точно изменюсь в будущем». Очищающее пламя лотоса дрожало, но демонический лотос так и не смог выбраться из купола пламени. Он испугался. Лишившись тела, его сила упала до 10% от изначальной силы. Оно не было способно сражаться против святого, поэтому преклонилось перед ним на колени и попросило милости. Святой Очищающего Лотоса вздохнул. Он махнул рукавом, а его иллюзорный силуэт покинул тело Сяо Яня. Он проплыл в тюрьму пламени и встал прямо перед очищающим лотосом. Когда святой покинул тело Сяо Яня, Гу Сюнь-Эр немедленно обратилась к нему. «Сяо Янь, ты как?» Сюнь-Эр тут же подлетела и поймала Сяо Яня, когда святой Очищающего Лотоса освободил его тело. «Почему ты не ушла?» Сяо Янь не терял сознания, его душа подавилась святым. Он мягко поругал девушку за ее капризный характер, так как видел, что она вытолкнула Гу Наньхая в туннель. Гу Сюнь-Эр обрадовалась, убедившись, что с Сяо Янем все в порядке. Она не переживала по поводу его недовольства, она просто крепко сжала его руку, а затем посмотрела на купол пламени. Сяо Янь беспомощно посмотрел на нее, но обнял ее руку покрепче. «Маленький монстр, я не ненавижу тебя. Даже если ты выступил против меня тогда, я все еще ценю тебя. В моей жизни никогда не было детей или учеников. С самого начала ты был мне самым близким». Святой Очищающего Лотоса нежно гладил очищающее пламя лотоса по голове. На его лице возникла теплая улыбка. «Но я ненавижу тебя». Очищающее пламя лотоса вдруг подняло голову и кровавыми глазами уставилось на святого. Кровавый туман взбесился и окутал собой фигуру святого с намерением разъесть его иллюзорное тело. Сяо Янь и Гу Сюнь-Эр изумленно смотрели на развитие событий снаружи. Очищающее пламя лотоса слишком злое. Выражение печали появилось на лице святого Очищающего Лотоса, когда он почувствовал разъедание. Пламя не изменилось. Он вздохнул и поднял свою руку. «Мы исчезнем из этого мира навсегда. Вместе». После завершающего слова два массива пламени вдруг обрушились друг на друга, но они лишь превратились в особо концентрированный свет и устремились в сторону купола пламени. Сяо Янь схватил Сюнь-Эр за талию и раскрыл свои крылья, как только ощутил невероятное намерение разрушения. Он стремительно понесся назад. По пространству понеслась буря, посреди моря магмы образовалась черная пространственная трещина толщиной в несколько сотен метров. Когда они остановились, то увидели перед собой пустую область, очищающее пламя лотоса и святой Очищающего Лотоса полностью исчезли. Казалось, что тот взрыв просто их расщепил. «Где же эссенция демонического пламени?» – прошептал Сяо Янь, осматриваясь по сторонам. Могло ли так получиться, что очищающее пламя лотоса оказалось уничтожено в процессе взрыва? А если так, то не означало ли, что он лишь зря потратил время на то, чтобы завладеть этим пламенем? «Проклятье!» – разочарованно выругался Сяо Янь. Он собирал фрагменты карт больше десятилетия, чтобы заполучить это небесное пламя. Результат окажется таким? «Сяо Янь, гляди!» Гу Сюнь-Эр вдруг радостно указала на мир магмы. Сяо Янь посмотрел в этом направлении, и его сердце яростно забилось. На поверхности магмы плавный белый лотос, покрытый розовыми пятнами. Энергия всей магмы словно бы поглощалась лотосом. «Эссенция демонического пламени». Сяо Янь невольно задрожал, когда увидел перед собой светло-кремовый лотос с пятнами розового цвета.
Сяо Янь подавил свое нарастающее волнение и обменялся взглядом с Гусюнер. Только после он неторопливо начал спускаться. На расстоянии нескольких десятков метров от эссенции пламени он остановился. Нынешнее очищающее пламя демонического лотоса полностью отличалось от себя прежнего. Если первое выглядело очень злым и яростным, то данное выглядело мирным и спокойным. Оно не высвобождало никаких атак, когда к нему приблизились Сяо Янь и Сюнер. «Оно, кажется, немного отличается», – немного удивленным голосом произнесла девушка, когда приблизилась. Святой очищающего лотоса изъял из него всю память и интеллект. Теперь оно полностью напоминает новорожденного ребенка. Сяо Янь выражал всем лицом нетерпение. Лично, лицезря жестокий характер очищающего пламени демонического лотоса, он не посмел бы приступить к его поглощению после захвата. В конце концов, даже всемогущий эксперт уровня святого очищающего демонического лотоса погиб от сопротивления с его стороны. Что уж там тогда говорить о святом 2 звезд вроде него. Однако сейчас его тревоги полностью исчезли. Остаточная душа святого очищающего демонического лотоса и личность очищающего пламени демонического лотоса полностью исчезли из этого мира. Только чистый ребенок в виде эссенции пламени остался и теперь не испытывает никакой злобы или негатива. А разве данный поступок не навредит духовности очищающего пламени демонического лотоса? Спросила Гусюнер и нахмурилась. Уникальность небесного пламени заключалась в их духовности, которым не обладало обычное пламя. Если ему навредить, то небесное пламя больше не будет таким прекрасным. Учитывая умение святого очищающего лотоса, думаешь, он совершил бы нечто настолько глупое? Очищающее пламя демонического лотоса перед нами сияет духовностью. Тем не менее, несколько вещей исчезло из него намерениями святого хозяина, сказал Сяо Янь. Прямо сейчас оно выглядит таким чистым, как будто только что появилось в этом мире. На него не оказано никакое влияние людей. Кажется, тот эксперт очень сильно нам помог, мило рассмеялась Сюнер. Их операция должна была завершиться неудачей, но святой очищающего лотоса появился в процессе и удалил всяческие негативные эмоции очищающего пламени. Вот почему у них появилась надежда. В этой ключевой сцене происходит драматическое и трогательное завершение противостояния с очищающим пламенем демонического лотоса. Святой очищающего лотоса, остаток души прежнего хозяина пламени, не уничтожает его полностью, а лишь пытается отделить демоническую память и интеллект, чтобы вернуть первозданную чистоту. Однако тысячелетия злобы и жажды порабощения людей превратили пламя в настоящего монстра. Когда демоническая сущность отказывается меняться и в ярости нападает даже на своего бывшего отца и создателя, святой принимает трагическое решение. В итоге Сяо Янь получает возможность успешно поглотить очищающее пламя демонического лотоса без риска быть порабощенным интеллектом пламени. Это дает ему колоссальный скачок в силе. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.